Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Вот вечером зашел на разводню случайно. Ну как случайно, хотел покормить рыбок, но это будет чуть позже. И вот смотрите, что я увидел. Сейчас покажу вам. Вот смотрите, вот здесь у нас тернеты и целая куча. А вот смотрите, вон там, в углу, буквально прошло 2 недели и опять нерест анциструса. Кучка такая не очень большая. Как вы знаете, здесь у меня самец и 2 самки. Вон самец сидит на икре, вон там одна самочка, вон на дальней стеночке, одна вон там уверху сидит возле сливного отверстия. Вот с какой-то из них он отнерестился. Так, тернеции нам не дают резкость навести на икру. Вон такой пучок нормальный. И вот видно вот эта самочка слева, вот, которая вот там вдали. Вот он с ней отнерестился, потому что она вот тут сидела вот тут с краю в этом углу. Самец там чистил тот угол. И вот они договорились. Произошел нерест, вот такое количество икры. Я говорю, здесь пара нерестилась. Возможно, может быть, это была другая самка. Не знаю, но этот самец нерестился буквально 2-2,5 недели назад. Я там в одном из видео показывал, какая была икра. Кому интересно, там посмотрите. Ну, конечно же, сразу проведем обзор. Такой обзор под конец недели. Мусор на дне, он, видите, не убранный. Ну, как не убранный, я убираю раз в неделю. Ну, вот здесь у нас проживают хлупики. Вот такое их количество. Мальков приводят, нормально все у них. Вот здесь готовящиеся поужинать Данио. Короче, сколько им не засыпай, едят все подряд. Я вообще в шоке, блин. Такая вот рыбка, понимаете? Даже у меня когда-то был случай такой на разводне, еще когда она была в другом помещении. Вот так я уехал, попросил там покормить рыбку. Ее кормили. И в конечном итоге она объелась. И полностью в аквариуме вся пропала. Ну, говорят, я говорю, зачем вы столько давали? Я сказал, по чуть-чуть. Ну, вот я им дал, они съели, я им дал, они съели. Ну, в конечном итоге получилось, что вся рыбка пропала. Ну, вот такое дело. Барбусы тоже прожорливые, тоже могут есть до такой степени, пока не лопнут. Итак, идем дальше, посмотрим. Вот здесь у нас наши старички. 5 рыбок отсюда тоже уехала. Вот такой у нас анцитрус. Такой мордатый, такой красавчик. Когда мы его мерили линейкой, он 15 сантиметров длиной. Ну, здоровый такой, да. Так, вот здесь тоже там самец вон в углу сидит, что-то там чистит. Возможно, тоже будет какой-то нерест с самочками. Но я говорю, что в последнее время вот анцитрусы начали нереститься. То ли весну почувствовали, то ли непонятно, то ли давление там какое-то поменялось. И они у меня нерестились. Практически во всех аквариумах отнерестились. Вот, пожалуйста, можете видеть коридоросов крапчатых. Возбуждены, ждут свои любимые гранулы. А здесь вот оранжи. Такое количество. Тоже чувствуют себя нормально. И тоже понимают, что трапеза не за горами. Вот самец, смотрите, отошел от кладки от своей и гоняет тернецию. И опять назад туда отогнал, погонял и обратно на икру работает. Я думаю, пару дней пускай позанимается с ними, с икринками, а потом мы икру уберем оттуда. Вот заглядываем малышам нашим. Ну и не скажешь, что это малыши уже. Рыбка капитальная, красная тернеция, гуппи. Короче, когда-то их, я уже говорил, засыпал целую кучу всех сюда. Они такие были мелкие. А потом начал их кормить аулофорусом одновременно всех. И они начали быстро-быстро расти. Пора уже рассаживать. Бо скоро и самки тут начнут
давать потомство гуппи, которые. Вот такое количество рыбы здесь. Вот на втором ярусе тоже компания гуппи выглядывает, чувствует, что вот здесь, раз здесь ходят люди, значит будет скоро ужин. Крапчатые на дне тоже вот небольшая компания голубого неона. Так, в соседнем у нас что здесь? В соседнем у нас здесь тернеция. Тоже отсюда 6 рыбок уехало, 6 или 7, не помню. Все равно их количество такое еще здесь нормальное. Так, переходим рядышком. Ну, здесь я тоже уже когда-то говорил. Здесь у меня тернеция, которая не хотела нереститься. Был у нее шанс, но она его не использовала. Я их отдельно отсадил, чтобы понимать, что это не хотящие давать потомство. Вот такое здесь количество. Ну, на продажу они нормальные. Даже, может быть, даже сильно крупные. Так, внизу, как обычно, меченосцы. Вчера я им кушать не давал. Решил у них сделать разгрузочный день. Вот они теперь хотящие поесть. Все у поверхности. Так, вот здесь вот у меня такой болото такое, да? Значит, здесь мальки гуппи, которые попадают у меня в самп. И на дне вон там анцитрусов толпа целая. Высыпал их прямо с трубки. И они теперь там все вместе обитают. На сушке сидят. А вот еще на втором ярусе розовая, желтая тернеция и подростки анциструса там. Коряшку вообще уже общипали, обгрызли. Такая она уже тоненькая стала. Вот еще поднялся на третий ярус. Здесь синяя тернеция. Значит, на этой неделе тоже было 15 рыбок отсюда уехало. Кстати, 5 белых и 10 синих. Белые тоже людям нравятся. Они такие дают своеобразный такой оттенок. Особенно если аквариум с растительностью. Нормально там смотрятся. Когда преобладают серые, коричневые тона в аквариуме, там, ну, грунт темный, например, там зеленые растения, белая рыбка очень красиво смотрится. Но эта компания чувствует себя нормально. Аппетит у них лучше, чем у всех остальных рыб. То есть вообще засыпаю им ложку, минута, ничего нет. Приходится даже сомиком, вот этим анциструсом, подбрасывать ночью еще. Ну, вечером, когда свет выключаю, подбрасывать корма, для того, чтобы им тоже хватало. Так, вот еще в доме меченосцы по-прежнему развиваются. Чувствуют себя здесь нормально. Вот хотел показать вам сверху. Если не будет моргать лампа, то не должна. Вон там, вон, смотрите, малыши есть. Вон побольше, поменьше малечки. Это те, которые выжили сами. Я их специально сюда не садил. Но они вот сами смогли выжить в этой компании крупной рыбы. Так, идем дальше на разводню. Посмотрим, что еще там мы не посмотрели. Вот такие красавчики плавают в этом аквариуме. Да, друзья, был еще вопрос там под одним из видео в комментариях, какие светильники я использую. Вот видите, такие небольшие. Светильники вот такого плана, вот я вам показываю. Вот. Они на 10 ватт, светят очень хорошо. Ну, они же у меня постоянно не горят, я включаю их только когда либо снимаю видос, либо когда нужно рыбок покормить. То есть, в принципе, раз купил и хватает. Ну, бывает, там один перегорит. Ну, а в основном светят нормально. И все хорошо. Значит, напоминаю также, что у меня под видео, под этим есть ссылочки на плейлисты разного рода.
как я строил разводню, как проводил коммуникации, как клеил аквариумы. Все это есть. Кому интересно, можете спуститься вниз под видео, найти описание. И там вы все это увидите. Можете на свой вкус посмотреть любой плейлист. Думаю, начинающие аквариумисты, ну, это к ним больше относится, да, найдут себе какую-то полезную информацию. Хотя и люди, которые уже давно занимаются аквариумами, рыбками, тоже могут для себя что-то почерпнуть. Ну а тем временем самец анциструса охраняет свое потомство будущее. Знаете, какой красавчик. Плавники свои раскрыл. Так, куда там? Ну, а видно, да, одна кладка. Вот смотрите, вот он ушел. Сейчас, видите, он там сейчас подплывает тернеция. Сейчас он туда побежит резко и будет их гонять. А ну, что такое? Он, наверное, забыл, что у него там икра? Нет, не забыл, смотрите. Так. Все. Ну, тернеции понимают, что дела с ним иметь лучше не иметь, поэтому быстренько оттуда уплывают. Вот такие-то дела. Ну и любят, конечно, позировать на камеру тернеции, но это просто. Друзья, вот делаю такую небольшую вставочку. Видео еще не сделано, не собрано, да? Вот на следующий день я захожу на разводню после того, как снимал видос. Смотрите, что я вижу. Вот, пожалуйста, анциструс сидит, и у него икра под охраной. Но видите, она вроде бы как, вон там в правом углу икра разбросана. Видно, самец защищает ее, и каким-то образом она открепилась. Вон там под распылителем он есть одиночные такие икринки. И справа вот здесь. Вот самочка сидит. И вон самец один. И икринки так вроде бы как двумя кучками выметаны. Вот видите, под ним одна и сюда ближе ко мне одна. Но я уже вижу, что некоторые икринки, видно, не оплодотворенные у него. Вот такие есть, начинают белеть они. То есть я думаю, что к завтрашнему дню часть какая-то побелеет. Но мы все равно, наверное, эту икру уберем. Пускай самец еще сутки посидит. Типа исполнит свой долг. Ну, чтобы он не забывал, как это делается. А потом мы икру заберем. Вот смотрите, он освободил ее. И вот можно видеть, вроде бы как две такие полосочки икры. Но это все-таки одна самочка. Каким-то образом они так отнерестились. Видите, самец куда-то убегает, непонятно. О, все, разогнал всех, обратно сел на место. Ну вот такие-то дела. То есть у анциструсов продолжается весенний сезон размножения. Кстати, может быть еще такой вариант, что пока видео я соберу, чтобы выпустить его, да, на ютубе, еще какая-то пара отнерестится. Ну, посмотрим. Если будет, то покажу, конечно же. Друзья, вот такое коротенькое видео сумбурное получилось. Всем желаю здоровья, удачи, добра и до встречи в следующих видео. Пока-пока.